вами Крейзи Хамстер, мы продолжаем проходить ремейк первой части квеста «Сломанный меч». В прошлый раз мы с вами начали игру за Николь, что очень необычно, учитывая, что вся первая оригинальная часть игры практически полностью была посвящена Джорджу. Николь у нас была так, иногда появляющимся персонажем время от времени и любовным интересом Джорджа. Это, конечно, любопытно, почему создатели придумывают таких интересных персонажей и практически их не используют. Видимо, они решили это недоразумение исправить, но мы прекрасно понимаем, что это не был запланированный другой ракурс, другой взгляд на игру. Что-то у них просто потом так в башке что-то включилось, что почему бы нам Николь тоже не использовать. Потому что игра-то вышла через 14 лет после оригинала, и явно они не собирались показывать нам другую сторону этого квеста. Давайте смотреть, собственно, что у нас здесь с вами есть, к чему нас привел вот этот вот шифр, который мы нашли в доме убитого высокопоставленного какого-то там чиновника, судя по всему. Ну, в общем, какого-то влиятельного человека. Что у нас здесь есть? An old boyfriend of mine owned a barge once. Dampest relationship I ever had. In every way. Не знаю, может быть, это только меня, но меня немножко раздражает, что если главный персонаж женщина, она обязательно должна упомянуть о своих каких-то прежних отношениях любовных. Мужчины как-то почему-то не говорят: ах, моя там девушка бывшая, а вот женщина обязательно. Меня эти истории любовные несколько начинают почему-то раздражать, не знаю, как вас. The conciergerie. Former royal palace, prison and law courts. And also home to the busiest guillotine in the French Revolution. Да, вся забавно, что здесь короли жили, а теперь там тюрьма и суд. It was the old boathouse for the conciergerie. If I was right about the meaning of subjudice, then the answer had to lie somewhere here on the quayside. Угу. Сейчас найдем. The fence wouldn't move. Ну все, не нашли. Идем отсюда. Нет, ну здесь должно что-то быть. This fence was a permanent fixture. А вторая? Ничего не говорит? This fence was a permanent fixture. Ну, она к одному относится этим предмету. А это не знак ли тамплиеров? The cross looked familiar. I'd seen it before. It was embroidered on the lace cloth I'd picked up at Carchon's apartment. I knew I was on the right track. 100%. А эта решетка подается, интересно? I tried pushing the fence, but it wouldn't move. A strange pair of locks stopped the latches from releasing the gate. Угу. Это нам сразу так загадку они, что ли, решили? Как-то в оригинале не было столько сразу, что раз в загадка. Переделайте как прямоугольные блоки так, чтобы выдвинуть щеколду и открыть ворота. Блоки перемещаются вдоль своей длины, некоторые вертикально, другие горизонтально. Ну то есть они так нам сразу, чтобы нам легко не жилось. Ясненько. Давайте думать. Значит, нам надо вот эту сдвинуть либо вверх, либо вниз. Если мы сдвинем вверх, она все равно закроет нам проход. Значит, только вниз. Значит, нам нужно сдвинуть вот этот и вот этот. Этот мы сдвинуть не сможем, потому что здесь щеколда, которая не откроется, пока мы не сдвинем вот это. Значит, мы можем сдвинуть только вот это. Соответственно, нужно сдвинуть вот это. А значит, нужно сдвинуть вот это. Значит, нужно снизу сдвинуть вот это. Ну, что типа такого. Давайте попробуем. Так. Нет, подожди-ка.
Ну понятно, то есть. Как двигается, понятно. Сейчас будем тупить. Нам, значит, вот эту надо. Даже если мы сдвинем вниз, здесь у нас все равно будет мешать. Значит, только вот эту надо вверх подвинуть. Значит, нужно избавиться. Собственно, как нам это сделать? Ну-ка. Смотрите. Мы сделаем вот так. Так. Нам нужно сделать вот эту. Ну, скажем, вверх. Это вниз, да? Обязательно надо. Сейчас. Я думаю, подождите. Хомяк пытается думать. Это просто смертельный номер. Так. Так. Все. Yes. One down, one to go. Отлично, дело сделано одно. И чё? Все. Ну, точно так же, так понимаю. Только в другую сторону. Ну что? Это вниз, значит, это надо сделать, значит, это нужно поднять, значит, это нужно куда-то убирать. Будем думать, как и куда. Я там тыкать здесь научного, конечно же, не получится, но... Думать, наверное, конечно, сначала надо не жмякать все подряд, но... Вот сюда, вроде как одна штучка мешает, а теперь придется все. Нам нужно избавиться от вот этой. Так. 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 Нет, не так. Вот как можно делать. Ну тогда понятно, тогда все гораздо понятнее становится, по крайней мере. Сюда, значит, тоже двигается. Так. Думай, хрен, думай. Башка не варит. Это может только вниз, значит надо избавиться от этого. Как надо избавиться от этого? Не двигается никак. А если сделать вот так? И вот так.
Так, зенит мне ничего не даст, да? Печалька. Так, сюда отправляйся. Вуаля! Nothing like a good convent education for honing your lockpicking skills. Отлично. Замок открыт. Решетка отвалена. Класс. For a room full of junk, that was one very sophisticated lock system. This place was definitely fishy. In more ways than one. Ну, факт, что... It was almost as if the fence was intended to double as a bridge. Факт, что не может так хорошо храняться абсолютно ненужное помещение. I really didn't want to pull the fence back up and risk trapping myself in this place. Не, через... Что это? Ну ладно уже. Oops. Что-то развалили. It was an old shell case, probably from the 50s. I knew what I was talking about. I grew up watching war movies. Круто! Мы заработали денег. An old shell case. I wondered what that was doing there. I'd wrecked the skiff. Not that it was particularly seaworthy anyway. Moving the skiff would only damage it more. Ну ладно. Чем ты нам можешь помочь? A rough hole was cut into the pillar. The words sinister and Dexter were carved on either side. Now any good convent girl like me knows the old Roman for left, right, But what did it mean here? Декстер означает вправо? Не знал хомяк. Синстер и Декстер. Вот это вот хомяк не знал. Nothing happened. Выходим. Да. Интересно, если мы снова сейчас будем. То... Как... В общем, вернется все на круги своя. Rolling out the paint, it read. Так подождите, дай посмотрю. Rolling out the painted cylinder has SS. given me a print of a secret message. It read. СДС, СДС, С. С. Давай. С. Nothing happened. Д. Nothing happened. С. Nothing happened. С. Nothing happened. Д. Nothing happened. С. Nothing happened. С. Nothing happened. Потому что у нас этой хрени нет. The hole was too small. The brass case was smooth and perfectly round. Бесполезно, да? О! Интересно. Mystery solved. Carchon's stone cylinder slotted into the hole with a satisfying click. Что сказать? Хомяк нажал вообще просто наугад, правда? Я не думала, что сюда это войдет, ну ладно. С. Д. A satisfying click. Д. Another. С. Ну, С. Д. С. С. I love the sound of locks clicking open. Не, значит, пока очень легко. Слишком. Пугающе. Должна быть какая-то заговорка потом где-нибудь. Ну, пойдемте. Или стоит сохраниться? Интересно, а в этой части игры она может умереть? Потому что в первой-то можно было погибнуть. Если оставили эту функцию для этой части, давайте сохранимся.
мало ли. О, хорошо, I что забрали. removed the stone cylinder. Дверь же не закроется. Хорошо, что забрали. Видимо, нам пригодится еще. Ух ты, как здорово. А, там что-то в дневнике строчит. Другая страница нужна. Этот день рождения встречать буквы, украшен надо был перед на морскую прогулку, буквально значение под стоп, от консьержа. Ну, блин, а тут просто написано, что происходит. Неинтересно мне читать, уж не без сути. Но там действительно что-то важного, там не просто рассуждение, как вот журналом, да? Чтобы какие-то подробности были, я просто пришла. Ну, отлично. Что здесь? Ut lex vel ut next sumito. To the law or unto death submit. I guess these people didn't believe in liberté, égalité, or fraternity. Yes, I'll admit it. I was a swot at school. I also wore lipstick and the nuns never knew. Что-то как-то непонятно. Здесь Николь отлично знает латынь. А насколько я помню, в оригинальной части она все время говорила: Джорджу, раз ты такой умный с языками, языки знаешь, то ты разведай все. А здесь получается, что и она прекрасно знает латынь. Ну, он-то вроде как юрист, поэтому знает. Ну, бог с ним. Не значит, не могут они решать загадки, если они не знают латынь. Тяжко им приходится. Ничего больше нет, кроме вот этого. Ну, давайте посмотрим. Не, ну правда, ну почему теперь она знает язык? Откуда вдруг? Или она потом перед Джорджем специально притворялась? The cross looked familiar. I'd seen it before. Oh my god! Ой. The slab came down with a hell of a force. И? The cross looked familiar. I'd seen it before. With nothing to hold it up, the cross... Lifting the cross closed the entrance door and also opened some kind of stone panel. Ingenious. Слоника подставить. Зачем ты отпустила слоника, его подставила? Иди, Ризу. Ключом. А? The stone cross was propped up. Now I was getting somewhere. Пошли посмотрим. A round slot precisely carved into the stonework. Такой же, видимо, как здесь. Ух ты. The artifact slotted into the hole perfectly. Behind the old walls, I could hear some kind of mechanism groaning into life, but whatever had been triggered had now jammed. A hidden door. This was getting interesting. Shame the mechanism jammed. I was going to have to find a way to prise it open. Что The она gap посоветует? was too thin for me to get a grip. I needed something thin enough to prise the door open. У нас есть что-то с собой? Но это недостаточно крепко, мне кажется. I was going to need something a lot stronger than a hair clip to free the door. Да-да. Это слишком толстое. Не слоник же. Ну что, значит, у нас ничего есть. I removed the shell case. The cross didn't drop back down.
Some kind of mechanism was holding it up. Ага, дверь типа не откроется, да? И гильзы нельзя как-нибудь? Ну мало ли, вдруг пойдет. The gap was too narrow. I needed something flatter to work into it. Эх. The cross didn't drop back down. Ну что, выходить получится надо. Деревяшку-то оторви. Сразу не захотела брать. Moving the skiff would only damage it more. Да ладно. Хорошо, еще походим потом. Может быть, нужно на лестницу подняться. I wasn't leaving yet. I had a hunch there was more to find. А что ж мы должны были использовать тогда? I wasn't leaving. The fence would... Да, не надо ее двигать, не нужно. Что-нибудь не оторвать. This fence wouldn't move either. Ну, а все, больше нету? Угу. Мы что-то не нашли. Или, может, нам прям гильзу надо раздавить? No. Блин. А что же нам делать? Что использовать? The cross looked familiar. I'd seen it before. Не, ну, у нас нет другого пути, только туда. А почему она здесь ничего I не берет? really didn't. It was almost... Ну, файн, нужно оторвать что-нибудь. Moving the... I'd wrecked the skiff. A rough hole was... I'd already... Блин, ну непонятно тогда, что нам подсовывать. A hidden door. This was getting interesting. A hidden... The slab... Тяжело, да? Тяжело на подъем. Блин, у нас нет ничего плоского и крепкого. Ut lex vel ut neck. Что-то непонятно. Что мы не нашли? Давайте еще раз попробуем.
Ну? I remove. Угу. A door made out of stone. They normally are. Да, только нашего Индиана нечего подсунуть. No way would I be able to force the door open. Сила мысли. Что ж нам подсунуть-то с вами? Сейчас нас обсмеет. Не, даже не смешно. The gap. Ну блин. I was. Там ничего нету нигде. A hidden door. Крест оторви. The cross didn't drop back down. Some kind. The cross was. Не оторвешь, понятно. While Cashon's stone cylinder was in the hole, the door back out remained closed. Может, что-нибудь раздавить надо? Гильзу, например. No way would I. A door. Печаль. Застрять на какой-то глупости. Смотрите, она становится активной только когда открыта дверь. Ну, раздай мне гильзу. Бери. The stone slab had flattened one end of the shell case. С одного края. Поэтому вы сможете воспользоваться. Ну ладно. Не зря нам дают возможность гильзу потом вытащить. Значит, ее нужно использовать. Пока, кстати, довольно просто и логично. Мне кажется, должен быть какой-то потом будет... Загвоздка какая-то должна быть. Не может так гладко быть. I removed the shell case. Неужели гильза поможет аж дверь открыть? Нифига себе. Это что за гильза такая? Как можно гильзой открыть дверь? Вы мне объясните. Another good use for a shell case. Another secret room. Somebody had something to hide.
But was it what I was looking for? Сейчас узнаем. Это комната Чет. Wow. Through the darkness, I could see that this was a stateroom. But for what purpose? And how did it tie in with Carchon? Угу. И как включить свет? Николь определенно откажется делать что-либо в темноте. Если бы нужно найти, как свет включается, либо что-то использовать, но ни спичек, ни факелов вокруг не было. А уходить отсюда она вообще не планирует. По крайней мере, не планировала. Это все, до куда ты доходишь? Угу. Где-то же должен здесь свет включаться. Что это? It was an old circuit breaker, like something from a Frankenstein movie. Amazing! The thing still worked. The room lit up bright as day. А может, кому-то не надо было сразу на середину комнаты заходить, а? Красотища. Lady Justice stared out from a stone door, which was locked and reinforced with steel bands. Lady Justice... That wasn't going to help. A slot next to the safe door. All I had to do was find something to fit into it. It was like being back in kindergarten. All I needed now was a shape that would fit the slot. А, нужно конкретное, да? То есть, что подряд, все подряд не подойдет. I wasn't going to find anything in this old desk. It hadn't been used for years. И что вдруг? The Что-нибудь там забыли? desks were covered with a layer of dust. No one had worked here for years. Если здесь никого красть не было, то и есть вероятность, что ты сможешь там что-нибудь раздобыть. The flags had faded, but their message was still pretty clear. Но какое оно нам не скажет. Fascist regalia, a message of Ah. hate. The flags had faded. А эту она открыла. Кто это не захотела? Ты тоже что-то нашла, ну да. Inside the drawer, I found a note written in some kind of code. Прикиньте, сколько здесь ящиков, и каждый ящик можно, по сути, осмотреть. It was pretty clear from the lack of dust that someone had been working very recently at this desk. Опачки, опачки, это же мы. Oh my god. The sheet was a printout with my personal information. Everything from my favorite food to my waist size. They were right about chocolate. But come on, guys, I'm a size 10. There was even a picture of me, taken with a telephoto lens. Carchon wouldn't have taken these pictures himself. This was big and organized. I was part of it, and people were getting murdered. Отлично. The dregs at the bottom of the mug hadn't dried out or gone moldy. It wasn't more than a day old.
This was the article I'd written about the costume killer. My suspicions were right. Carchon had cut it out. 2 businessmen had been killed. One in Italy, one in Japan. In each case, the killer had worn a costume. A penguin, and then a snowman. But that wasn't the only link between the 2 murders. Both the victims had been big media do-gooders, and I proved they were just the opposite. So, how did they fit in with Carchon? Ага. По-моему, там не снеговик был. Пингвин точно, но пингвином я ржала, а второе что-то, по-моему, еще было. Ой. Ну, конечно, несколько тут получается... А то история... Как всегда, когда делают дополнения различные, та история начинает терять свои границы четкие. Потому что Николь явно не показывала нам, что вела там супер расследование и уже была в курсе многих событий. И там Джордж все делала, она только сидела вроде как. А здесь получается, что она все знала и с нами не делилась информацией. Это уже странно и подозрительно. One. Что-то взорвали? Damn, don't you just hate it when that happens? Никто не любит что-нибудь портить. А вот фигурка. A photo, А, нет. long lost, had fallen down the back of the drawer. It was very old, but there was no mistaking the guy in the foreground. Carchon. Behind him were soldiers, a burning village, and a corpse. The photograph was cropped on the right-hand side. Somebody else in the picture obviously didn't want to be in it anymore. I wasn't surprised. This was Africa in the 60s. An uprising was being brutally suppressed. And here was Mr. Media himself, Carchon, doing the suppressing. The photograph was not just powerful evidence. It was also my ticket to one explosive story. Как бы там не ее отец. Еще и был к тому же. Это вполне могло бы объяснить, почему в итоге все оказалось бы не так просто. А это обязательно должно быть, это ведь квест, игра, здесь не может все быть просто. И почему я уверена, что тут что-то там Carchon сам вырезал? Скорее, под него копали, и под нее тоже. The drawer had come out easily enough, but wouldn't fit back into place. А что там про это? There was nothing else in the drawer. Что у нас есть? Код. Записка закодирована с помощью подстановочного шифра. Каждому символу соответствует отдельная буква алфавита. Фух! Это будет непросто. Для шифровки нужно поставить символы с соответствующими буквами, выделить символ, а затем букву. Вы можете отменить последнее действие, щелкнув по значку со стрелкой назад, или сбросить все действия, щелкнув по значку с 2 стрелками. А как, в общем, догадываться, фиг знает, да? Ну хорошо, ладно. Давайте мы, наверное, расшифровкой займемся уже в следующей части. Потому что я думаю, что это затянется надолго. У меня даже мысли нет, как начать эту загадку решать. То есть нужно какие-то хотя бы изначально данные, хоть что-то. Я чувствую, что у нас пока ничего нету, нужно будет что-то выдумывать, придумывать. Так что встретимся уже в следующей части. Всем всего хорошего и пока. Будем ждать Джорджа.